27 серия «Популярные советы Луги», вторая часть «Введение в советскую культуру». Он когда-то изрек великую фразу, сказав: «Кадры решают все». Привет, дорогие товарищи, я Артемий Троицкий, и у нас вторая часть «Советская культура», общее устройство, механизмы. О принципах мы поговорили в предыдущей части, а сейчас поговорим уже об административном и техническом, можно сказать, устройстве этой самой пресловутой советской культуры. Итак, законодательными органами советской культуры, всего ее, жития и функционирования были партийные организации, а именно отдел культуры, ну и до определенной степени некоторые другие отделы, скажем, отдел пропаганды, отдел международной жизни и так далее, ЦК КПСС. В первую очередь ЦК КПСС, но если речь шла, скажем, о молодежной культуре, то могло там слегка встрять еще и ЦК ВЛКСМ тоже. Значит, эти две организации, располагались они невдалеке друг от друга, по обе стороны, так сказать, площади Нагина, как она тогда называлась, теперь это называется Старая площадь. И они определяли, собственно, основные направления этой самой советской культуры, что можно, что нельзя, вот, что следует делать, значит, и как это следует поощрять. И так далее. Значит, опять же, ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ принадлежали всевозможные медийные органы, связанные с советской культурой. Министерство культуры – это была уже следующая ступень, это было что-то вроде исполнительной власти. То есть идеологические императивы спускались из ЦК КПСС, вот, а в Министерстве культуры брали под козырек. Министерство культуры существовало союзное Министерство культуры СССР, располагалось на Старом Арбате и, в общем-то, было таким весьма и весьма могущественным в то время. А также Министерство культуры существовали во всех союзных республиках. В том числе, кстати, было даже Министерство культуры РСФСР. Вот. Ну и Министерство культуры, естественно, во всех союзных республиках. Они занимались примерно тем же, чем занималось Министерство культуры СССР, но в своих республиканских масштабах. Кроме того, существовали две организации, об одной из них мы, кстати, уже говорили, которые тоже как бы занимались вот решением производственных проблем, связанных с культурой. Это Госкино, то есть Государственный комитет по кинематографии, который ведал всеми вопросами, связанными с кино. И он конечно, он был связан тоже с Минкультом, причем многими нитями, но все-таки это была отдельная организация со своим начальником, своими отделами и так далее. А вторая такая организация – это Гостелерадио, вам всем прекрасно известно по нашим предыдущим выпускам Гостелерадио, которое во многом, конечно, не имело отношения к культуре, имело отношение именно к политике, пропаганде там, и прочим медийным прелестям, но Гостелерадио, естественно, скажем, было ответственно за съемки телефильмов. Например, и вот все вот эти вот, скажем, те же сериалы, вроде там «17 мгновений весны» или «Угрюм реки» или что-нибудь там еще. Вот. С одной стороны, да, они имели отношение к кинематографистам, к союзу кинематографистов, о котором чуть позже, но
В общем-то, это была в финансовом, в административном отношении все-таки епархия Гостелерадио. Итак, что непосредственно входило в культурную исполнительную власть, а именно во все то, что подчинялось Министерству культуры? Первое и главное – это так называемые творческие союзы. Творческие союзы, то есть союз писателей, союз композиторов, союз того, союз всего. В общем-то, их было довольно много. Сейчас не берусь даже сказать, сколько точно их было. Но, в общем-то, мы по ним по всем позднее пройдемся, когда будем касаться конкретно различных отраслей культуры. Значит, творческие союзы – это вообще было такое очень мощное изобретение, опять же, товарища Сталина. То есть товарищ Сталин, он когда-то изрек великую фразу, сказав: «Кадры решают все». Значит, кадры решали все, Сталин это понимал, и поэтому за кадрами должен был быть самый тщательный уход, слежка, контроль и так далее. Вот все это осуществляли как раз творческие союзы, об устройстве которых мы поговорим уже конкретно на примерах конкретных союзов. Значит, скажу только, что помимо вопросов административных, творческих и так далее, они, конечно, проводили там всякие свои съезды, располагали своими медийными органами и так далее. Но, кроме того, творческие союзы курировали и, собственно говоря, материальную часть жизни советских творческих личностей. То есть при каждом творческом союзе имелись некие материальные фонды. Скажем, при союзе писателей Литфонд, при союзе композиторов Мусфонд и так далее. И вот эти самые фонды, они осуществляли как раз политику кнута и пряника. То есть, с одной стороны, был кнут в виде цензуры, а с другой стороны был пряник в виде этих самых фондов, за счет которых творческие люди в СССР неплохо питались и вообще в материальном отношении очень даже привилегированно, я бы сказал, себя чувствовали. Следующей составной частью, точнее, следующими, скажем так, подразделениями, что ли, более низовыми Министерства культуры, более низовыми по сравнению с творческими союзами, были всевозможные производственные мощности, какие-то конкретные культурные учреждения. Если это изобразительное искусство, то это музеи, если это кино, то это киностудии, если это театр, то это, естественно, театры и так далее. То есть то, собственно говоря, те каналы, что ли, по которым культура поступала к массам. Те каналы, где создавались фильмы, а потом еще кинопрокат, где продавались билеты. Естественно, люди ходили в музеи, люди посещали оперу, балет и все такое прочее. Это все были тоже подразделения Минкульта, или, соответственно, там Госкино, Гостелерадио нет. Гостелерадио тут уже ни при чем, наверное, было. Хотя у него тоже были свои производственные мощности. Экономика, как известно, в СССР была плановой, но культура в этом смысле как бы имела определенные привилегии. Потому что, понятно, что культура не может быть везде прибыльной. С одной стороны, да, если это массовая культура, то она должна хорошо продаваться и выполнять какие-то планы и так далее. С другой стороны, имеется так называемая высокая культура, академическая культура и так далее. И вот она служит, скажем так, нравственному возвышению людей, приобщению их к каким-то возвышенным ценностям и так далее. И поэтому она
могла вполне считаться, как выражались в то время, планово-убыточной. То есть можно было тратить на эту самую культуру деньги, и пожинать плоды исключительно, так сказать, духовного, идеалистического свойства, а не только рубли и копейки. Вот примерно так в самых общих чертах была устроена эта самая советская культурная хозяйственная сфера. Как я уже сказал, более подробно обо всех этих музеях, кинопрокатах, а также творческих союзах я расскажу в следующих сериях популярной советологии, где пойдет речь уже непосредственно об этих самых отраслях культуры, так называемых. Ну, а пока мы не приступили к первому, у нас будет литература и союз писателей. И вот пока мы не взялись за писателей, вам всем счастливо и ожидайте 28-ю серию. Это был Артемий Троицкий, популярная советология.